Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сшить вот такой вот вигвам. Для пошива нам понадобится хлопковая ткань, у меня будет вигвам трехцветный, шнур для связывания палок между собой, липучка и деревянные палки. От верха отступаем 15 сантиметров и делаем отверстия. В эти отверстия мы будем вставлять шнур и таким образом соединять палки между собой. Теперь нам нужно из ткани выкроить вот такие вот детали. Все размеры я оставлю в описании под видео, замеры даны с припусками. Для того, чтобы вырезать окошко на одной из деталей, нам нужно сложить ее пополам по длине, от низа отступить 60 сантиметров. И рисуем здесь окошко. Я сделала вот такую вот заготовку, складываю ее пополам, прикладываю ткани и обвожу. Вот так вот окно можно уже и вырезать. Или раскладываем полностью деталь, обводим все окно. И вот таким вот образом вырезаем его. Дальше делаем рамку для окошка. Берем 4 прямоугольника 5 на 35 сантиметров и соединяем их между собой, как показано на видео. На изнаночной стороне скрепляем рамку и рисуем линию на сгибе. Таким образом соединяем все углы. И вот здесь на сгибе прокладываем строчку на всех сторонах. Теперь нам нужно обрезать все углы. От шва отступаем 1 сантиметр и отрезаем. Далее прикладываем готовую рамку лицевой стороной к изнаночной стороне вигвама. Потом отмечаем посередине 2 сантиметра на каждой стороне.
Далее булавками прикалываем рамку по всему периметру. Теперь пришиваем рамку по периметру. Прокладываем строчку на внутренней стороне от отметки до отметки, оставляя посередине отверстие 2 см на каждой стороне рамки. Теперь нужно сделать надрезы в уголочках, не доходя до шва 2 мм, чтобы его не повредить. Далее выворачиваем рамку на лицевую сторону. Хорошо расправляем все края и углы. Вывернутую рамку проутюжим. Далее берем квадрат 37 на 37 сантиметров. Это будет шторка для нашего окошка. Потом берем два прямоугольника 5 на 29 сантиметров и один прямоугольник 5 на 26 сантиметров. И обрабатываем эти детали. Берем шторку и на изнаночной стороне подгибаем на 5 миллиметров. Утюжим, подгибаем снова на 5 мм и снова утюжим. Так делаем на 3 сторонах. Вверх не трогаем. Берем прямоугольники 5 на 29 см. Это будет перегородка для окошка. На изнаночной стороне вверх подгибаем на 5 мм, утюжим. Низ подгибаем на 5 мм, утюжим. Потом складываем вдвое изнаночной стороной вовнутрь и снова утюжим. На втором делаем то же самое. Прямоугольник 5 на 26 см это будет лента для фиксации шторки. На изнаночной стороне подгибаем этот край на 5 мм и утюжим. Потом подгибаем вверх на 5 мм и низ на 5 мм и утюжим. Складываем пополам изнаночной стороной вовнутрь и утюжим. И на всех проутюженных сторонах прокладываем строчку.
Берем детали для перегородки, ищем на каждой середину. Накладываем их друг на друга, крест-накрест. Скрепляем булавкой и сшиваем по периметру крест-накрест. Далее вставляем перегородку в прорези, которые оставляли на рамке. Скалываем булавками. И прокладываем строчку по периметру. Снимаем булавки. Берем свободный край, подгибаем на 1 см и утюжим. Так обрабатываем 3 стороны, кроме верхней. Скалываем булавками стороны, которые утюжили. Прошиваем эти стороны по краю, отступая от верхней рамки 2 см на каждой стороне. Убираем все булавки. Берем ленту и липучку. Мягкую часть липучки прикрепляем к ленте и пришиваем на машинке. Далее прикрепляем шторку к рамке. Размещаем ее вот таким вот образом. Верх рамки подгибаем. Берем ленту для фиксации шторки и липучкой вверх прикладываем посередине и скалываем. Шторкой накрываем окошко, поправляем этот край и скалываем его булавками. Далее вот здесь прокладываем 2 строчки. Вот такие вот 2 строчки у нас получились. Снимаем все булавки.
Далее над окошком посередине прикрепляем вторую часть липучки и пришиваем ее. Деталь с окошком готова. Далее обрабатываем дверки. На изнаночной стороне ровный край подгибаем на 1 см, утюжим, снова подгибаем на 1 см и снова утюжим. И сшиваем этот край. Далее берем наши дверки, складываем вот таким вот образом лицевой стороной вверх. Накладываем наверх лицом к лицу деталь над входом. И скалываем булавками. Далее прокладываем строчку, отступая от края 1 см. Убираем все булавки и этот край обрабатываем зигзагом. Расправляем нашу деталь, шов подгибаем наверх. И скалываем булавками. Далее прокладываем 2 строчки. Убираем все булавки. Вот так шов выглядит на изнаночной стороне. Зигзаг идет посередине между 2 строчек. Далее обрабатываем завязки для дверок таким же самым образом, как мы обрабатывали ленту для фиксации шторки. Далее прикрепляем завязки на дверки. На косой стороне дверей отступаем от низа 60 см. И таким вот образом прикрепляем завязки. Скалываем булавками. Теперь сшиваем все детали между собой. Берем ленту для балок. Она будет соединять основные детали между собой. Прикладываем ее к детали лицом к лицу. И скрепляем булавками. И сшиваем наши детали.
второй стороне делаем то же самое. Вот так вот получилось. Пришили ленты для палок. Берем следующую деталь. Складываем с лентой лицом к лицу и соединяем булавками. После прошиваем. Таким образом мы соединили все детали между собой. Только одну сторону оставили не прошитой. Далее швы утюжим во внутреннюю сторону ленты для палок. Теперь обработаем верхний край вигвама. На изнаночную сторону подгибаем верхний край на 5 мм, утюжим, подгибаем снова на 5 мм и снова утюжим. Далее прошиваем эту сторону. Далее сшиваем непрошитую сторону, так вигвам получится цельным. Теперь обработаем нижний край вигвама. Край подгибаем на 1 см, утюжим, подгибаем снова на 1 см и снова утюжим. И прокладываем строчку по всему низу вигвама. И делаем кулиску для палок. Для этого на лицевой стороне ленту для палок складываем вдвое, соединяя швы, и скалываем булавками. И прошиваем по краю. Вот такой шов у нас получился. Убираем булавки и таким образом обрабатываем все ленты для палок. И вигвам готов. В эти кулиски мы вставим палки. В следующем видео мы будем шить воздушный коврик для вигвама.